Friendly Fire, или как Люфтваффе немецкий флот разбомбили. Friendly Fire, или дружественный огонь – термин военных, означающий, что огонь велся по своим или союзным войскам. Казалось бы, как может быть, чтобы военные обстреливали свои же или союзные войска? Однако история знает немало таких примеров, когда под огонь попадали не только войска неприятеля. Зачастую это становилось возможным из-за нескоординированных действий подразделений, плохом взаимодействии различных родов войск, отсутствия связи между военными частями, выполняющими одну задачу, недолжным образом проведенной разведки и еще ряду сопутствующих факторов. Вот только несколько примеров. 6 сентября 1939 года, всего через несколько дней после начала Второй мировой войны, 3 спитфайра Королевских военно-воздушных сил Великобритании из 74-й эскадрильи сбили 2 Харрикейна 56-й эскадрильи все тех же Королевских ВВС. Погиб один из пилотов. Но на этом история не закончилась. По возвращении на базу один из спитфайров был сбит британской зенитной артиллерией. 14 мая 1940 года в полдень истребители немецких Люфтваффе атаковали французский город Шемери-сюр-Бар, когда там первая танковая дивизия немцев проводила парад победы после битвы при Бульзене, в результате чего погибло несколько человек. В ходе операции «Хаски», кодовое название высадки союзных войск в Сицилии, в ночь на 11 июля 1943 года американские десантники в составе 504-го парашютно-пехотного полка, 376-го парашютного батальона и 307-го воздушно-десантного саперного батальона, всего около 1900 парашютистов, на 47 транспортных самолетах прошли над линиями союзников вскоре после немецкого воздушного налета и были ошибочно обстреляны американскими сухопутными и военно-морскими силами, в результате чего 23 самолета были сбиты и 37 повреждены, погибло 318 человек, в том числе 60 летчиков и 81 десантник. Но, пожалуй, самым масштабным по урону и числу погибших был случай применения дружественного огня, произошедший при проведении операции «Викинг», немецкая военно-морская вылазка на Северном море. Кригсмарине, немецкий военно-морской флот, в феврале 1940 года. Плохая связь и взаимодействие между Кригсмарине и Люфтваффе привели к потере 2 немецких военных кораблей в результате бомбардировок дружественным огнем и подрыве на немецких либо британских минах. К февралю 1940 года, когда немецкий военно-морской флот стремился сорвать деятельность британских рыболовецких судов, поскольку разведывательные полеты Люфтваффе также сообщали и о присутствии подводных лодок, было решено перехватить британские суда 6 эсминцами первой флотилии, которые должны были сопровождать истребители Люфтваффе. В это же время проводилась отложенная ранее противокорабельная операция Люфтваффе над Северным морем с использованием 2 эскадрилей бомбардировщиков Хенкель Х-111. Связь между военно-морским флотом и военно-воздушными силами немцев была налажена крайне неэффективно. Операция с моря началась в 19 часов 19 февраля 1940 года. Флотилия, действовавшая с якорной стоянки близ Вильгельмсхафена, быстро проследовала через расчищенный канал между немецкими оборонительными минными полями. В это же время немецкий бомбардировщик, выполнявший миссию по борьбе с торговым судоходством, дважды проходил мимо флотилии, не зная статуса кораблей и сам не подавая никаких опознавательных сигналов. Не зная о воздушной миссии, флотилия ошибочно опознала бомбардировщик как британский разведывательный самолет и атаковала его. Затем бомбардировщик атаковал флотилию. Одна из 3 бомб попала в эсминец Либерехт Масс, в то время как остальная флотилия продолжала движение. Эсминец Фридрих Эккальт двинулся на помощь. Бомбардировщик совершил второй заход. Еще 2 бомбы попали в Либерехт Масс, который в результате был разорван надвое. После ухода бомбардировщика остальная часть флотилии попыталась спасти экипаж Либерехт Масса. Другой эсминец Макс Шульц взорвался и затонул, вероятнее всего подорвавшись на мине. На фоне ошибочных сообщений о новой воздушной атаке, обнаруженных подводных лодках и выпущенных торпедах последовал хаос. Эсминец Теодор Ридель бросил глубинные бомбы на предполагаемую британскую подводную лодку, однако взрывы временно заклинили его руль. После 30 минут сильного замешательства командующий флотилией приказал уцелевшим 4 кораблям вернуться на базу. Всего в результате инцидента погибло 578 немецких моряков.
Первоначально военно-морское командование в Вильгельмсхафене посчитало, что флотилия попала на немецкое минное поле, участие противника не учитывалось. Официальное расследование подтвердило, что оперативная информация была передана неадекватно. Ни офицеры, ни остальной экипаж эсминцев не знали о присутствии или намерениях противника. Ни один офицер из числа подготавливавших и осуществлявших операцию «Викинг» не был привлечен к ответственности за инцидент с дружественным огнем. Вот как-то так. Спасибо за уделенное время. Прошу поставить оценку этому видео и, если понравилось, подписаться на канал. Впереди еще много интересного.